Всем привет! Приготовила для вас историю, от которой, честно говоря, просто мурашки по коже. Устраивайтесь поудобнее и обязательно напишите в комментариях, откуда вы меня смотрите. Всегда с удовольствием читаю ваши ответы. В тот вечер кухня была наполнена привычным, густым и убаюкивающим запахом свеклы и томящегося мяса. Я стояла у плиты, методично помешивая борщ, движение, отточенное годами семейной жизни, почти медитативное. За окном сгущались тяжелые московские сумерки, размывая серые очертания соседних многоэтажек, а внутри, в нашем с Дмитрием маленьком мирке, царил покой. Или мне так казалось. Я, Ирина, учительница русского языка и литературы, всегда ценила этот уют. Тишина, мерное бульканье кастрюли, шорох закипающего чайника и бубнящий телевизор на холодильнике, который работал скорее как ночник, чем источник информации. Дмитрий уехал вчера утром. Должен был вернуться только через 2 дня. «Срочная командировка в Сургут», — сказал он, торопливо собирая старый дорожный чемодан. «Объект сдаем, Ириш. Там сейчас ад, проверки, комиссия, нервы. Связь будет плохая, не теряй». Я кивала, укладывая ему теплые носки и свитер. Я верила. За 10 лет брака я научилась верить ему безоговорочно, как верят в то, что Волга впадает в Каспийское море, или в то, что после зимы наступает весна. Он был моим надежным тылом, скромным менеджером строительной фирмы, который вкалывает, не жалея себя, ради нашего, пусть и скромного, но стабильного будущего. Я машинально прибавила громкость телевизора, вытирая руки вафельным полотенцем. Шел региональный блок новостей, какая-то скучная сводка. Обычно я пропускаю эти сюжеты мимо ушей, думая о планах уроков или непроверенных тетрадях, но тут диктор с неестественным, торжественным энтузиазмом объявил: а теперь к новостям светской жизни и большой благотворительности. В солнечном Сочи состоялось грандиозное открытие нового частного детского сада «Золотой ключик», генеральным спонсором которого выступил известный меценат. Я замерла. Половник выскользнул из ослабевших пальцев и с глухим, дребезжащим звоном ударился о кафельный пол, разбрызгивая рубиновые капли бульона. Но я этого даже не заметила. Я не могла отвести взгляд от маленького экрана. Там, на фоне пальм, лазурного неба и гирлянд из воздушных шаров, стоял мой муж. Мой Дмитрий. Только на нем был непривычный, слегка растянутый свитер, в котором он уезжал на вокзал, а безупречно сидящий дорогой итальянский костюм песочного цвета. Галстук, запонки, идеальная укладка. Я видела его таким лишь однажды, на нашей свадьбе 10 лет назад. Он улыбался той ослепительной, хозяйской, уверенной улыбкой, которую я уже давно не замечала дома. Но самое страшное было не это. Рядом с ним, нежно держа его под руку, стояла молодая, эффектная блондинка в белом летнем платье. А другой рукой Дмитрий придерживал за хрупкое плечико очаровательную девочку лет 5 с огромным бантом на голове. Дмитрий Волков со своей супругой Алиной и дочерью щебетал радостный голос за кадром, пока камера брала крупный план их счастливых лиц, подарили городу настоящий праздник детства. Земля качнулась и ушла из-под ног. Я схватилась за холодный край столешницы, чтобы не упасть, чувствуя, как кровь отливает от лица. Сургут. Плохая связь. Скромный менеджер. В телевизоре успешный бизнесмен обнимал другую женщину и ребенка, который был до боли, до крика похож на него, тот же разрез глаз, та же форма подбородка. В голове пульсировала только одна мысль, глупая, неуместная, спасительная в своей абсурдности, у него же аллергия на цветочную пыльцу. Как он стоит рядом с этими огромными букетами лилий? Почему он не чихает? Следующий час я провела как в липком, удушливом тумане. Я сидела на полу кухни, прижимая спиной к холодильнику, и сжимала телефон так, что побелели костяшки пальцев. Ноутбук стоял рядом на табуретке, и я пересматривала найденный в интернете репортаж снова и снова. 10 раз. 20.
Я ставила на паузу, приближала изображение, всматривалась в каждую морщинку его глаз, ища следы монтажа, ошибку, хоть что-то, что позволило бы мне выдохнуть и сказать: «Ира, ты сумасшедшая, ты обозналась». Но это был он. Та же родинка на шее, чуть ниже воротника. Тот же жест, когда он поправлял манжету пиджака, чуть нервный, быстрый. Только человек внутри этой оболочки был другой. Чужой. Богатый, уверенный, сияющий. С другой семьей. С дочерью, о которой я мечтала, но мы пока не могли себе позволить. Телефон в моей руке внезапно ожил, завибрировал, заставив меня вздрогнуть всем телом. На экране высветилось родное, привычное слово «муж». Сердце пропустило удар, потом забилось где-то в горле. Я смотрела на экран, не в силах пошевелиться. Что мне делать? Закричать? Сбросить? Я сделала глубокий вдох, пытаясь унять дрожь в голосе, и нажала «принять». Алло. Мой голос прозвучал глухо, словно из колодца. Ириш, привет. Его голос в трубке звучал устало, с мастерски наигранной хрипотцой. Прости, что вчера не набрал, сил не было. Тут в Сургуте дурдом полный. На объекте авария, трубы прорвало, мы по колено в грязи. Дождь льет стеной вторые сутки, ветер жуткий, связь постоянно рвется. Только до номера добрался, валюсь с ног. Я медленно перевела взгляд на экран ноутбука, где под видео стояла дата репортажа и сводка погоды. Сегодня 14 часов. Сочи плюс 25, солнечно, легкий бриз. Устал? Спросила я, чувствуя, как внутри, где раньше была любовь, разливается ледяная, черная пустота. Сильный дождь, говоришь? Ливень, Ир, света белого не видно, вдохновенно врал он, и я почти слышала, как он улыбается кому-то на том конце провода. Возможно, ей. Я, наверное, еще на пару дней задержусь. Надо разгрести этот завал. Ты не скучай там, ладно? Купи себе чего-нибудь вкусного. Люблю тебя. Он отключился. Короткие гудки звучали, как удары молотка по крышке гроба. Я сидела в тишине остывающей кухни и чувствовала, как рушится мой мир. Не с треском, не с грохотом, а тихо, осыпаясь пылью. Каждое его слово было ложью. Не просто маленькой недомолвкой, а грандиозным, многоэтажным архитектурным сооружением из предательства. Девочке в кадре было лет 5. 5 лет. Значит, эта вторая жизнь началась не вчера. Она шла параллельно с нашей. 5 лет он возвращался ко мне, ел мой борщ, жаловался на начальника самодура, спал в моей постели, а потом собирал чемодан и уезжал в командировки, в другую реальность, к другой жене и дочери. Мне нужно было действовать. Сидеть и выть белугой я буду потом. Сейчас во мне проснулась холодная, расчетливая ярость, та самая, что заставляет интеллигентных женщин совершать поступки, о которых пишут в криминальных хрониках. Но я не Анна Каренина, под поезд я не брошусь. Я позвонила Свете. Светлана, моя лучшая подруга со студенческих времен и по совместительству главный кадровик крупного холдинга, примчалась через 40 минут. Она влетела в квартиру, готовая утешать, поить валерьянкой и выслушивать рыдания. Но застала меня не в истерике на полу, а за кухонным столом, который был завален документами, старыми чеками и квитанциями. Я искала следы. Я составляла карту его лжи. «Ира, ты меня пугаешь», — выдохнула она с порога, глядя на мое окаменевшее лицо и сухие глаза. «Что случилось? Почему ты говоришь про адвоката?» Я молча развернула к ней ноутбук с застывшим кадром из новостей. Света прищурилась,
поправила очки, вгляделась. Ее глаза медленно округлились, рот приоткрылся. Она медленно опустилась на стул, не сводя глаз с экрана. Это же Дима. Господи, Ира. Но кто эта женщина? Это Света, его супруга Алина. И, судя по репортажу, мой муж не менеджер среднего звена с ипотекой, а владелец строительной компании в Сочи и уважаемый меценат. Света, у тебя есть доступ к базам. Ты умеешь искать людей. Пробей мне его. Прямо сейчас. Мне нужно знать, где он числится на самом деле. И сколько у него денег. Света, видя мой ледяной настрой, не стала задавать лишних вопросов. Она достала свой рабочий планшет. Ее пальцы быстро застучали по экрану. Тишина в комнате становилась невыносимой, звенящей, прерываемой только тиканьем часов. Минуты тянулись, как часы. Наконец Света подняла на меня взгляд. В ее глазах был ужас. «Ир», голос Светы упал до шепота. Он уволился из «Строймонолита», где якобы работает, еще 3 года назад. Официально он безработный. Но я вижу налоговые отчисления. Он учредитель 3 фирм. Строительство, логистика, аренда недвижимости. Обороты сотни миллионов рублей в год. Ира, он очень богатый человек. Я закрыла глаза. 3 года. 3 года он притворялся, что нам не хватает на ремонт ванной, что нужно экономить на отпуске и ехать на дачу к маме вместо моря. 3 года я ходила в сапогах, которые просили каши, и отказывала себе в лишней чашке кофе, чтобы Диме было легче платить кредит. Сотни миллионов, повторила я, а он устраивал скандал, когда я купила дорогую колбасу. И еще Света замялась, боясь добить меня окончательно. Я проверила его передвижение. У него есть корпоративный аккаунт для бизнес-путешествий. Билет из Сочи в Москву на завтрашнее утро. Бизнес-класс. И сразу после прилета бронь в подмосковном парк-отеле «Лесная сказка». Номер люкс на 2. На имя Дмитрия и Алины Волковых. На все выходные. «Завтра», — прошептала я, чувствуя, как ярость вытесняет боль. Он даже не собирается домой. Он прилетает и везет ее сюда, под бок. В лесную сказку. Мы хотели поехать туда на годовщину, но он сказал, что это слишком дорого для нас. В этот момент я поняла, что больше не смогу притворяться. Я не буду сидеть дома и ждать, какую ложь он принесет мне в понедельник. Я поеду в эту сказку. Я хочу посмотреть в глаза этому меценату. Я хочу, чтобы он увидел меня там. На следующий день, около полудня, такси высадило меня у кованых ворот парк-отеля «Лесная сказка». Это было действительно роскошное место, совсем не похожее на тот мир, в котором мы жили с Димой. Вековые сосны, ухоженные дорожки, деревянные шале в альпийском стиле, запах дорогого парфюма, смешанный с ароматом хвои. Здесь пахло деньгами и беззаботностью. Я подошла к стойке регистрации, сжимая в руке свою старую сумку. Мне казалось, что на лбу у меня написано «Обманутая жена с зарплатой учителя». «Добрый день», — улыбнулась администратор, девушка с идеальной кожей. «У вас забронировано?» «Да, стандартный номер на сутки». «Фамилия?» «Петрова», — соврала я, не желая раньше времени раскрывать карты. Я сняла самый дешевый номер, который стоил как половина моей месячной зарплаты. Поднявшись в комнату, я подошла к зеркалу. Оттуда на меня смотрела бледная женщина в простой блузке, с темными кругами под глазами и плотно сжатыми губами.
Серая мышь по сравнению с той блистательной блондинкой из телевизора. Но в глазах этой мыши горел огонь, способный сжечь Трою. Я не собиралась прятаться по углам. Я пришла за ответами. Ожидание было пыткой. Я сидела у окна, скрытая тюлем, и смотрела на подъездную аллею. Каждая черная машина заставляла сердце подпрыгивать к горлу. Я прокручивала в голове наш последний разговор. «Дождь стеной», — говорил он. А здесь светило солнце, издевательски яркое, заливая все вокруг золотым светом. Около 5 вечера к главному входу бесшумно подкатил огромный черный внедорожник премиум-класса. Водитель выскочил, чтобы открыть дверь. Из машины вышел Дмитрий. Он был в джинсах и стильной кожаной куртке, в темных очках. Выглядел отдохнувшим, уверенным, чужим. Он обошел машину и подал руку ей. Алине. В жизни она была еще красивее, чем на экране. Молодая, звонкая, светящаяся. На ней было легкое пальто и туфли, которые стоили, наверное, как вся моя одежда. Она смеялась, что-то рассказывая ему, и он смотрел на нее так, как смотрел на меня 10 лет назад, когда мы были студентами и ели одну шаурму на двоих. С обожанием. С нежностью. Он поправил ей выбившийся локон. Этот жест, такой интимный, такой заботливый, словно ударил меня ножом под ребра. Это была не просто интрижка ради секса. Это была семья. Настоящая, счастливая семья, построенная на руинах моей жизни. Они скрылись в дверях отеля, швейцар покатил за ними чемоданы Луис Вуиттрон. Я сползла по стене на пол. Пора. Я дала им час. Час, чтобы заселиться, принять душ, переодеться к ужину. Час, чтобы я смогла собрать себя по кускам и надеть маску ледяного спокойствия. Ресторан отеля был погружен в приятный, интимный полумрак. Живая музыка, рояль и скрипка создавала атмосферу романтики. Официанты в белых перчатках бесшумно скользили между столиками. Я вошла, стараясь держать спину прямо, хотя колени были ватными, а сердце колотилось где-то в ушах, заглушая музыку. Я увидела их сразу. Лучший столик у панорамного окна с видом на закат. Они сидели близко друг к другу. На столе горели свечи, стояла ведерко с шампанским. Дмитрий держал Алину за руку, перебирая ее пальцы, и что-то рассказывал. Она смеялась, запрокинув голову. Идеальная пара с обложки глянцевого журнала. Я сделала глубокий вдох. Ты учитель, Ира. Ты держишь внимание класса из 30 оболтусов. Ты справишься с одним предателем. Я медленно пошла через весь зал. Каблуки моих старых туфель тонули в мягком ковре. Я подошла к их столику вплотную. Дмитрий сидел ко мне спиной, но Алина увидела меня первой. Ее улыбка медленно погасла, сменившись выражением вежливого, холодного недоумения. Она вопросительно подняла бровь, глядя на меня. «Добрый вечер», — громко, отчетливо произнесла я. Дмитрий вздрогнул всем телом, словно от удара током. Его плечи мгновенно напряглись. Он медленно, очень медленно обернулся. Я увидела его глаза. Сначала непонимание, потом узнавание и, наконец, животный, панический ужас. Краска мгновенно отлила от его лица, оставляя его серым, землистым. «Ира». Его голос сорвался на фальцет, прозвучав жалко и пискляво. Что ты здесь делаешь?» «Любуюсь твоей тяжелой командировкой в Сургут», — я говорила спокойно, четко артикулируя каждое слово, как на диктанте. «Как погода на севере?» «Дождь закончился».
Трубы починили? Или в Сочи всегда солнечно, уважаемый меценат Дмитрий Волков? Алина переводила взгляд с меня на него, и в ее глазах начало зарождаться подозрение. «Дима, кто это?» — спросила она, и в ее голосе прозвучали первые нотки страха. «О чем она говорит? Какая Ира? Ты сказал, что твоя бывшая жена — сумасшедшая истеричка, которая живет за границей и не дает тебе покоя звонками». Я усмехнулась. Горькая, ядовитая усмешка сама исказила мое лицо. «А, так я уже сумасшедшая эмигрантка?» Интересная версия. Я перевела тяжелый взгляд на Алину. Позвольте представиться. Ирина. Действующая, законная жена этого филантропа. Мы женаты 10 лет. Живем в Москве, в двушке в спальном районе. И, судя по всему, последние 5 лет наш брак был шведским, только я об этом не знала. Дмитрий вскочил, опрокинув бокал с шампанским. Игристое вино пеной растеклось по белоснежной скатерти, капая ему на брюки, но он даже не заметил. «Ира, прекрати. Замолчи. Это не то, что ты думаешь». Зашипел он, оглядываясь по сторонам. «Давай выйдем». «Не здесь. Пожалуйста, давай поговорим. Не то?» Я достала из сумки сложенную распечатку статьи о его фонде, ту самую, с фото, и швырнула ее на стол, прямо в лужу шампанского. Бумага мгновенно намокла. «А что это? Брат-близнец? Клон? Ты жил на 2 семьи, Дима. Ты врал мне, что мы считаем копейки, а сам строил империи. Ты врал ей, что свободен. Ты лгал нам обеим, глядя в глаза и говоря «люблю». Скажи мне только одно, мне чисто профессионально интересно, как ты не путался в именах? Или у тебя блокнотик был?» Люди за соседними столиками затихли. Музыка смолкла, пианист перестал играть, почувствовав напряжение. Мы оказались в центре мертвой тишины. «Ты женат?» Голос Алины задрожал, срываясь на крик. Она медленно встала. Ее лицо пошло красными пятнами гнева. «Ты сказал мне, что разведен 5 лет назад. Ты показывал мне паспорт без штампа. Ты купил поддельный паспорт?» Дмитрий молчал, открывая и закрывая рот, как рыба, выброшенная на берег. «Дима, отвечай!» Взвизгнула она. «У нас дочь. Ты клялся здоровьем своей матери, что я твоя единственная семья. Ты чудовище». Она размахнулась и влепила ему пощечину. Звонкую, хлесткую, отрезвляющую. Звук удара эхом разнесся по залу. Затем она схватила свою сумочку, смахнув со стола приборы и, не оглядываясь, выбежала из ресторана, закрывая лицо руками. Стук ее каблуков был единственным звуком в этой гробовой тишине. Дмитрий стоял, опустив голову, жалкий, раздавленный, с мокрыми пятнами на дорогих брюках. Куда делся успешный бизнесмен? Перед мной стоял обычный лжец, мелкий, трусливый человек, пойманный с поличным. «Ира», — пробормотал он, протягивая ко мне руку, но не смея поднять глаз. «Ирочка, я все объясню. Это сложно. Я запутался. Я хотел сказать тебе, но не знал как. Я боялся тебя обидеть. Боялся обидеть?» Переспросила я тихо. «Знаешь, Дима, в литературе таких персонажей называют лишними людьми. Но ты даже не Печорин. Ты просто трус. Ты воровал мое время. Мою молодость. Мою веру в людей.
Я подняла левую руку и медленно сняла обручальное кольцо. Оно соскользнуло с пальца легко, словно давно ждало этого момента, словно оно больше не принадлежало мне. Золотой ободок с тихим звоном ударился о блюдце, покатился и упал в бокал с недопитым вином Алины. Спектакль окончен. Занавес, Дима. Вещи я соберу в мешки для мусора и оставлю у консьержа в подъезде. Замки сменю завтра утром. Не пытайся мне звонить. И не пытайся вернуться. Я тебя не знаю. Я развернулась на каблуках и пошла к выходу. Я чувствовала спиной взгляды десятков людей, осуждающие, сочувствующие, любопытные, но мне было все равно. С каждым шагом, удаляясь от этого столика, мне становилось легче. Будто я сбрасывала с плеч тяжелый, пыльный, гниющий мешок с камнями, который тащила 10 лет. Я вышла на улицу, вдохнула прохладный вечерний воздух, пахнущий соснами, и впервые за долгое время почувствовала, что могу дышать полной грудью. Я была одна. Без денег, без мужа, без плана. Но я была свободна. Первые недели после разрыва были похожи на затяжную, тяжелую болезнь с высокой температурой. Я училась жить заново, как человек, который заново учится ходить после аварии. Самым сложным было собрать его вещи. Я открывала шкафы и чувствовала его запах, терпкий одеколон, который я сама ему дарила. Каждая рубашка, каждый свитер вызывали приступ тошноты и боли. Вот этот джемпер он надевал, когда мы ездили к маме. А в этой футболке он чинил кран на кухне. А в этом костюме, который я бережно чистила щеткой, он, оказывается, ходил на свидание с ней. Я сгребала все это в черные мусорные мешки, не складывая, комкая, стараясь не смотреть. Я выносила его жизнь из своей квартиры методично, пакет за пакетом. Квартира становилась пустой и гулкой, но в этой звенящей пустоте я постепенно начала находить свое очарование. Никто не разбрасывал носки. Никто не требовал ужин ровно в 7. Никто не врал мне, глядя в глаза. Развод был быстрым, но грязным. Света помогла с хорошим адвокатом по семейным делам. Когда вскрылись его доходы, Дмитрий даже не пытался спорить. Оказалось, что Алина, узнав всю правду о поддельном паспорте и второй семье, устроила ему публичную казнь. Она была дочерью влиятельного человека в Сочи. Дима потерял не только лицо, но и большую часть бизнеса и возможность видеть дочь. Он был раздавлен. Я не чувствовала злорадства. Только брезгливость. Я получила компенсацию и оставила себе квартиру. Он исчез с моих горизонтов, превратившись в неприятное воспоминание, как старый шрам. 3 месяца спустя я стояла перед огромным зеркалом в танцевальной студии. Вокруг меня разминались женщины, разные, молодые и не очень, худые и полные. «Ира, ты с ума сошла», — шептала я своему отражению, поправляя непривычно облегающее трико. «Тебе 35, ты учитель литературы, завуч тебя засмеет. Какая сальса? Какие бедра?» Но Света была неумолима и тащила меня сюда почти силой. Тебе нужно тело вернуть к жизни. Ты замерзла, Ира. Голова все понимает, а тело зажато, как в корсете. Иди танцуй, вытряси из себя эту тоску. И я пошла. Первое занятие было пыткой. Я чувствовала себя деревянной куклой, Буратино среди гибких пантер. Я путала шаги, наступала на ноги партнерам, краснела и хотела сбежать. «Расслабьте плечи, Ирина!» — кричал преподаватель, энергичный кубинец. «Не думайте. Чувствуйте. Музыка, она не в голове, она в животе, в сердце». И однажды, на 5-м или 6-м занятии, я почувствовала.
Зазвучал ритм, барабаны ударили где-то в подсознании, и я вдруг перестала контролировать каждое движение. Я закрыла глаза и позволила музыке вести меня. Я почувствовала свои руки, свои бедра, свою спину. Я больше не была брошенной женой, обманутой женщиной, строгой учительницей. Я была просто Ириной. Живой, теплой, движущейся. И это было прекрасно до слез. После занятия я, разгоряченная, с растрепанными волосами и горящими глазами, зашла в уютную кофейню на углу, чтобы немного остыть перед дорогой домой. На улице шел первый снег, красивый, пушистый, укрывая грязный асфальт белым покрывалом. Я заказала большой капучино и села у окна, наблюдая за суетливой Московской улицей. Жизнь продолжалась. Люди спешили, машины сигналили, город жил своим ритмом. И я была частью этой жизни. Не жертвой, не наблюдателем, а участником. «Простите, здесь не занято?» Я вздрогнула и подняла глаза. Передо мной стоял мужчина лет 40, в пальто, с добрыми, внимательными глазами и стопкой книг в руках. «Нет, свободно», — ответила я, убирая сумку с соседнего стула. Он поставил книги на стол, и я невольно скользнула взглядом по корешкам. «Хороший выбор», — я кивнула на томик Бродского, лежащий сверху. Часть речи. Мой любимый период. Он улыбнулся, и улыбка у него была открытая, теплая, с лучиками морщинок у глаз. Неуверенно хозяйская, как у Дмитрия, а какая-то интеллигентная. Родная. «Люблю перечитывать», — сказал он, присаживаясь. «Ниоткуда с любовью, 20 мартабря. Помогает привести мысли в порядок. Меня зовут Андрей. Ирина. Вы, наверное, преподаете литературу?» Спросил он проницательно. У вас взгляд человека, который знает, что хотел сказать автор. Я рассмеялась. Впервые за долгое время я смеялась легко и непринужденно. Вы меня раскусили. Учитель русского и литературы. А вы? А я архитектор. Строю дома, но иногда кажется, что стихи строить сложнее. Мы разговорились. Слово за слово, цитата за цитатой. О Бродском, о снеге за окном, о том, как трудно найти хороший кофе в спальном районе, о танцах. Я рассказала ему про сальсу, и он не засмеялся, а посмотрел на меня с восхищением. Оказалось, Андрей тоже недавно начал жизнь с чистого листа после сложного развода. Мы просидели в кафе 3 часа, забыв о времени, пока официант деликатно не намекнул, гремя стульями, что они закрываются. Выходя на улицу, в морозный воздух, Андрей предложил проводить меня до метро. Мы шли по заснеженной ночной Москве, снежинки падали нам на плечи, и я поймала себя на мысли, что больше не смотрю под ноги, боясь поскользнуться и упасть. Я смотрела вперед. Там, впереди, была неизвестность, но она больше не пугала меня черной дырой. Она манила возможностями. Я знала, что справлюсь. Я пережила предательство, я разрушила свой старый, фальшивый, картонный мир и на его руинах начала строить новый. Свой собственный. И этот новый мир мне нравился гораздо больше. «Знаешь», — сказал Андрей на прощание у входа в метро, глядя мне в глаза, «мне кажется, это может быть началом хорошей истории. Не повести, а целого романа». Я улыбнулась ему в ответ, чувствуя, как тепло разливается в груди. «Посмотрим», — ответила я. «Я пока только пишу черновик 1 главы. Но в этот раз я точно знаю одно: я буду главным автором своей жизни. И редактором тоже».